Ну, тут можно заметить некоторые вещи, о которых мы говорили до этого, просто в тексте это было не так наглядно. Вот, тут вот баннер, а, в слайдере у нас обычно какой-то ситуативный маркетинг присутствует. То есть, если сейчас а, подготовка детей в школу, то показываются какие-то товары для учебы, ну вот, back to school. А, Не знаю, при чем тут, правда, школа и игровая приставка, но смысл в том, что обычно, когда какие-то праздники случаются, там День Святого Валентина, Новый год или еще что-то такое, то показываются именно баннеры, которые в контексте времени актуальны. Вот, допустим, Archaeology сейчас Foxtrot. Ну, то есть, так как сейчас лето, то баннер призывает нас купить что-то охлаждающее. Там холодильник, вентилятор, кондиционер, неважно. Вот. Ну, везде есть call to action, вот кнопочки вот эти. И бывает еще такая штука, что некоторые бренды выкупают место на главной странице, ну не только на главной, но на главной, чтобы их товар крутился вот здесь. То есть они платят за это деньги как реклама. Вот. Вполне неплохой способ заработать. Вот. Потом я уже говорил, что на главной странице нужно показать не только эту кнопку «Каталог товаров», там она вроде бы большая, заметная, но чтобы человек сразу понял, насколько большой ассортимент в магазине, ему нужно все равно показать вот эти вот штуки, все эти категории. То есть, конечно, с иконками они еще красивее становятся. Бывает, если категорий не так много, как здесь, их еще дополнительно показывают отдельной строчкой, пускают в шапки. И тут и так слишком много строчек получается. Тут рекламная строчка, тут вот эта информация сервисная, тут сгруппированы вот эти сервисные магазины, у нас контакты, обменный возврат, то есть все, что нужно знать. Связь тоже постепенно подстраивается под людей, потому что многим лень, или неудобно, или они там стесняются говорить по телефону, поэтому можно не только заказать обратный звонок, но и в мессенджерах переписываться. Это намного удобнее. Опять же, немножко агрессивных методов, которые, ну, как сказать, они не вызывают какой-то прям раздражительности, потому что большинство людей их просто не замечает, но они все-таки оказывают влияние на людей. Допустим, просто вот интересно такой стейт, это я на Фоксе заметил, что у них даже когда в корзине 0 товаров, вот на большинстве остальных магазинов тут просто нолик написан, как-то там невзрачно. А здесь у нас прям выделено желтым добавить товары. То есть это уже, можно сказать, call to action, призыв к действию, что непорядок, что в корзине 0 товаров. И как бы нас уже мотивирует, что добавьте что-то, и будет вам счастье. Вот. И тут же рядом с таким же подчеркиванием у нас бонусы. Оно стоит вместе, оно оба выделено, и мы понимаем, что у нас есть возможность добавить сейчас товары, и все это купить за скидочкой 200 гривен, и, в принципе, какой-то небольшой толчок покупки уже есть. Вот. Но он такой незаметный, невзрачный, но все-таки он дает эффект нужный. Далее тут актуальное предложение, тоже типа в виде баннеров.
Вот это, как я говорил, тоже можно показать популярные бренды, потому что, ну, чаще всего люди ищут какую-то... Наверное, чаще всего они ищут телефоны, смартфоны, там, Apple, Samsung, Xiaomi. Вот это, наверное, самые популярные смартфоны. Samsung это может быть еще и там телевизоры, микроволновки, LG. Это важная фича. Далее у нас идет вот опять же список с лучшие ценовые предложения со слайдером. Вот. Далее трастовый блок. Это можно заметить, кстати, что именно UX writing e-commerce достаточно важен. Тут более как-то все написано таким языком человеческим. Не просто написано там отзывы, а выбор покупателей. Потому что если просто писать там наши отзывы, наши преимущества, то это будет как будто мы по какому-то шаблону это все делали на коленке. Поэтому даже заголовки очень важны. Тут разные товары, мы можем крутить. Ну, опять же, вот показывается самое популярное, что популярно сейчас. Смартфоны, вот эти часы. И можно прямо отсюда добавить в корзину. Вот. Еще одно обязательное условие – это то, что когда мы нажимаем кнопку «Добавить в корзину», то у нас должно отображаться или поп-ап, или tooltip, или просто какая-то индикация того, что добавлено в корзину, потому что некоторые это игнорируют, и человек не понимает, добавил ли он в корзину товар. Ну, это вроде бы очевидная вещь, но не все ее используют. Вот. То предложение. То есть тут у них интересно то, что у них лейаут не одинаковый, потому что есть там розетка. Розетка крутой магазин, конечно, но у них вот так просто одинаковый лейаут, одинаковые карточки, просто заголовки меняются и все. И так идет друг за другом подряд. А тут, получается, у нас тут вот такой блок, тут у нас еще вот блок с корзиной. Этот блок выглядит так, тут 4 карточки, тут уже у нас 5 карточек, хиты продаж, специально для вас. Потом отзывы. Ну, то есть есть какая-то, чередуется вот именно структура вот этих карточек, чтобы не было скучно так смотреть, потому что за счет того, что эта карточка достаточно очень перегружена информацией, если бы у нас все эти карточки были вот просто заголовок 5 карточек и так подряд, то человек бы просто их мимо пролистал, потому что он бы устал наблюдать такую картину в какой-то момент. Так, ладно, буду быстрее, потому что... Ну вот опять тут какой-то рекламный баннер, типа товар дня. Это можно отнести, наверное, к флэш-сейлу. Ну, есть кросс-сейл, up-сейл, down-сейл, bundle-сейл и flash-сейл. То есть кросс-сейл – это когда мы предлагаем купить какому-то товару сопутствующие товары, которые могут пригодиться. И обязательно в этом случае выбирать именно товары, которые действительно могут пригодиться, а не рандомные, чтобы просто впарить. То есть если мы там покупаем там Apple Watch, мы можем дополнительно предложить к ним купить сменный ремешок там другого цвета, если они там есть. То есть это может быть или товары дополнительные, или там мы покупаем iPhone и дополнительно предлагаем купить зарядное устройство оригинальное.
Это могут быть не только товары, но и услуги. Вот. Ну, об этом тоже чуть попозже. Вот. Down sale это когда человек долго как-то думает над выбором, и товар, который он хочет купить, достаточно дорогой, и ему там где-нибудь ниже там, или сбоку подсовывают товары, допустим, телефон такой же марки, но у него характеристики чуть похуже, но и стоит он дешевле. Вот. И это может помочь человеку принять решение купить все-таки товар. Ну, то есть конечная цель это просто, чтобы он купил что-то. И для этого есть разные стратегии. Вот кому-то там может быть слишком дорого, и он купит товар подешевле, потому что, ну, iPhone, он и есть iPhone, то есть пусть он будет там память поменьше, но зато я с iPhone. Бывают, наоборот, upsell, это когда нам предлагают товары тоже с похожими характеристиками, но у них какие-то показатели, вот эти характеристики лучше, вот, но фишка в том, что нужно показывать товары, которые дороже, но не сильно намного, потому что если там мы рассматриваем товар за 10 тысяч гривен, и нам пытаются подсунуть товар за 20 тысяч, то очень маловероятно, что мы его купим. А если нам предлагают купить товар за 12 тысяч, и мы смотрим, что вот характеристики у них, по сути, лучше. То есть для каждого там свои характеристики важные свои. Ну, короче, это тоже может повысить чек. Вот. Тут, кстати, по поводу карточек. Вот, у них, в общем, у них очень много разных форматов у Фокстрота. Лучшее в своем роде. Тут мы можем выбрать, это считается как категории. Свежее видео, это тоже можно отнести к трастовым блокам, потому что они вот снимают видео о том, как они работают, как они там помогают. Ну, то есть это имидж компании. Вот. Это тоже, что я говорил. Вот текст для SEO-оптимизации, он большой, но, скорее всего, его читать никто не будет, поэтому лучше всего сделать кнопку «Показать все», чтобы, если человеку реально интересно, он развернул и прочитал всю эту пелену. Ну, вряд ли это будет. Вот. Потом стандартная тема, что подписка на рассылку, вот, сервисные страницы, покупателям, контакты, график работы, социальные сети, платежные системы и лайв-чат. Ну, это у всех есть. Вот. Можно рассмотреть карточку товара, потому что тут она достаточно интересная в том плане, что тут на ней очень много элементов, но при этом они все гармонично сочетаются друг с другом. То есть в рамках одной карточки нам нужно показать, тут есть 3 иконки, которые позволяют нам купить в рассрочку, оплатить частями, взять кредит и так далее. Вот. Для некоторых людей брать в кредит – это не камильфо, но для очень многих они пользуются этими услугами, и для таких категорий нужно сразу показать, что есть вот возможность взять. Тут вот еще дополнительный tooltip появляется с подсказками. Тут у нас есть сколько всего элементов, если посчитать на одной карточке. Ну, это взять за один элемент с рассрочкой, второй фотография, третий заголовок, четвертый отзывы, и пятый это артикул,
Далее, ну, вот 6, 7, 8 — это все, что касается цены. 9, 10, потом кнопка «Купить», «Забрать сегодня», «Сравнить выигранное». То есть настолько много элементов нужно уместить в карточки, и чтобы они все смотрелись гармонично, это нужно постараться еще. И при этом еще предусмотреть все состояния, которые возможны. То есть, допустим, у нас цена здесь, ну, нужно выяснить, во-первых, какая будет максимальная цена на товар, ну, то есть сколько будет стоить самый дорогой товар в интернет-магазине, чтобы с учетом этого рассчитать место вот свободное, которое здесь, которое кажется здесь пустым, но если мы знаем, что самый дорогой товар там стоит 1 000 000 гривен, сейчас посмотрим сколько, ну, даже больше поместится, то пустого места оказывается не так уж и много. Вот. И все вот эти инструменты, которые показывают, сколько мы сэкономили, они тоже упрощают задачу для посетителя, чтобы он не считал в калькуляторе, сколько именно он сэкономил денег, потому что некоторые пишут в процентах, некоторые указывают и проценты, и конкретную сумму, но желательно указывать все подряд, чтобы человеку просто не нужно было напрягаться и высчитывать самому, чтобы он сразу мог ощутить выгоду. Потому что если вот здесь как 140 гривен это не особо значительно, то 5000 это очень значительно. Вот. Плюс еще у нас кэшбэк есть. И тут же мы видим, сколько мы можем платить в месяц, если мы возьмем в рассрочку этот товар. Это тоже инструмент, который очень хорошо влияет. Психологически это понижает цену на товар, и человеку легче воспринять, что ему придется заплатить не изначальную цену, там сколько, а, ну вот, допустим, стоит 4300, кажется, это много. Там, у человека, допустим, зарплата 10 тысяч гривен, ему там нужно кушать, но когда он смотрит на цену 717, то в голове он для себя понимает, что 717 это не так уж и много, это там абонемент месячный в спортзал, можно так сказать. Ну, то есть он для себя в голове, вот, ему легче принять маленькую цену, и на Фокстроте для этого еще сделали такой инструмент в каталоге, дальше посмотрим. Кнопка «Забрать сегодня» тоже очень хороший инструмент для продаж, потому что некоторые люди не хотят ждать, и они осознают, что, возможно, им придется доплатить за это, но время для них играет очень важную роль, особенно если они знают, что в каком-нибудь офлайн-магазине, если они придут, то там будет цена дороже, чем в онлайн, потому что в онлайне оно там хранится на складах, там не нужно иметь каких-то наемных работников, чтобы им платить зарплаты, арендовать помещение, поэтому тут цена и так дешевле, чем в офлайн-магазине, поэтому забрать сегодня – это очень полезная штука. Тут еще придумали классную штуку в плане показа характеристик, потому что раньше было популярно использовать переключение между карточным видом и табличным видом. То есть карточный вид – это больше идет акцент на товары, где важен визуал какой-то. Там, если это одежда, допустим, если это что-то, если это техника, там важны больше характеристики технические, и в табличном виде помещалось больше характеристик. То есть там слева была картинка,
а справа характеристики. Здесь они сделали так, что мы из любого места сайта можем посмотреть основные характеристики товара. Вот, нажать на плюсик. Это не стандартное решение, но удобно. Мы можем даже вот сравнить соседние товары без добавления вот это избранное, просто с помощью вот этой фичи. Вот. Тут еще есть сравнить и в избранное добавить, но оно появляется только при ховере. Они, видимо, не стали перегружать композицию вот этими сравнить и в избранное, хотя это очень важные вещи. Вот. И тоже читал статью, что, ну, кстати, на многих магазинах я этого не заметил, но вот полезная штука – это даже если человек не зарегистрировался, дать ему возможность добавлять в избранное товары. То есть, потому что регистрироваться не все хотят, а добавлять в избранное – это очень крутая штука. Ну вот есть, допустим, сайт. На этом сайте, допустим, можно добавлять в избранное, даже если ты не зарегистрированный пользователь. И как оно работает? То есть оно сохраняется в кэше, то есть то, что ты добавил, и в твоем списке избранного сохраняется. Далее мы видим вот улюбленные продукты, то есть в избранном уже у нас есть, хотя мы не залогинились. Вот. И когда мы логинимся, то вот этот список, он остается у нас такой же, то есть он никуда не пропадает. Или даже если у нас был аккаунт, и там уже был список улюбленных продуктов, то вот эти товары, которые мы добавили, не находясь в логине, они просто туда добавляются, плюсуются. Ну, то есть это очень удобная фича. Вот на этом сайте я ее заметил. Ну и читал тоже статью про такой тренд. Так, ну, короче, можно перейти к каталогу, потому что я чувствую, что я не успею все рассказать. Вот, в каталоге у нас ну, как обычно, баннер. У нас вот оно даже выделено тултипом. Это такая фича, которую вот сделали в Foxtrot специально, чтобы повысить конверсию, чтобы людям легче было воспринимать цену. То есть тут есть полная цена, которая вот по дефолту показывается, а есть цена в месяц. Вот. И когда мы видим, что телефон, который мы хотим, будет стоить нам всего лишь вот столько в месяц, то это намного повышает шанс того, что мы его купим, потому что 800 гривен в месяц – это не так уж и дорого. Вот, ну, то есть это очень эффективный метод для продаж. Тут снова баннеры идут. Вот, по поводу фильтров тоже можно поговорить. Ну, говорить можно долго, но смысл такой, что, во-первых, нам нужно применять фильтры только после того, как мы нажмем какую-то кнопку, а не делать это в режиме реального времени, потому что это, если сайт, у него плохая производительность, то он не будет поспевать за всеми вот этими изменениями, что ты здесь ввел. Это во-первых. Во-вторых, нужно остерегаться нулевой выдачи, потому что если мы применим слишком много фильтров, есть риск того, что у нас в конечном итоге выйдет 0 результатов, потому что у нас слишком много фильтров. Поэтому для таких случаев используется вот такая вот штука. Мы нажимаем чекбокс, какой-то фильтр применяется, мы видим количество товаров,
которое будет показано после применения этих фильтров. И кнопка «Показать». То есть оно не сразу обновляется, оно в тоутипе нам показывает, что будет 97 товаров, показать. Применяем еще фильтр, и тут уже вот так 0 товаров у нас оказывается, и мы не будем нажимать «Показать», конечно же, потому что это не актуально. Поэтому мы убираем какой-то ненужный фильтр, смотрим 44, ну, можно посмотреть. И уже 44 есть у нас. Далее, что по поводу фильтров касается, это то, что их нужно обязательно показывать, все фильтры, которые мы применили, с возможностью удалить какой-то из них, который, может быть, не такой важный, нам покажется. Вот. И самое обязательное – это кнопка «Очистить фильтры» сделать, чтобы мы могли вернуться в исходное состояние, чтобы мы не нажимали 10 раз крестики на каждый фильтр, если у нас стратегия поиска изменилась, если мы изначально искали там iPhone, а потом захотели, точнее, искали мы телефон на iOS, а потом захотели на Android, то стратегия фильтрации у нас изменилась, и нам нужно быстро нажать «Очистить фильтры», чтобы задать новые. Вот. Еще прикольная такая темка вот есть. Это когда встраивают в каталог рекламный баннер, ну вот как здесь. Потому что иногда это очень уместное бывает, уместное месторасположение. Тут, допустим, у нас идет речь о новинках. То есть, так как мы смотрим телефоны, Samsung, iPhone и все остальные, то сейчас как бы на повестке дня у нас вот новая модель Samsung, и мы вот можем из этого баннера оформить предзаказ за какую-то сумму выгодную. Тут у нас уже подчеркивается выгода, все как надо, то есть все супер круто. То есть если вам не нравятся старые, можете подождать и купить там новинку. Вот. Ну, иногда это бывает другого рода баннеры тоже. Вот если мы там выбираем часы, вот у нас идет много часов, и здесь попадается баннер с рекламой сменного ремешка для часов. И это очень удачное место, чтобы такой баннер впихнуть в основную массу вот этих товаров. Ну, вас заинтересует. Недавно просмотренная тоже важная вещь, потому что мы можем вспомнить, что мы что-то хотели. Просто очень много всего. Короче, идем тогда в карточку товара и смотрим, что у нас здесь интересного есть. Тут есть такой принцип по поводу карточки товаров, что нам нужно постараться уместить всю информацию, которая нам необходима для того, чтобы сделать покупку, в рамках одного экрана. То есть по высоте, чтобы вся инфа помещалась здесь. То есть что нам нужно, это какие-то базовые характеристики, цена, кнопка «Купить», «Купить в кредит». Ну, то есть, в принципе, помещается все. Вот, дальше мы листаем, и тут уже, то есть, вначале эта информация для тех, кто уже настроен купить, более-менее определился, и он может без лишних заморочек нажать «Купить». Ниже идут уже
информация, которая для более дотошных, так сказать, клиентов. Вот, мы нужно смотреть все характеристики. Если вот этих нам недостаточно, нас уже листает вниз на этот блок. Причем он находится, может быть, он важный, но он находится, то есть сначала у нас идет cross-sale, причем очень современный и удобный, потому что мы можем посмотреть сразу выгоду, которую мы получим, рассчитанную. То есть нам показывается, сколько именно мы можем сэкономить, если купим комплект. Мы можем, то есть у нас здесь есть слайдер, мы можем выбрать другую карту памяти и посмотреть, где у нас там больше скидка. Или, то есть, если мы хотим в комплекте карту памяти, то мы можем выбрать не одну карту памяти, а разные. То есть тут слайдер целый есть, можем выбирать. Сразу же показана цена в месяц. Это имеется в виду цена в месяц за весь комплект сразу. То есть мы можем взять кредит не только на телефон, но сразу на весь комплект. И то есть сразу все удобно. Вот. Call to Action, кнопка «Купить комплект». Далее слайдер еще вот здесь. И нам предлагают вместо CD-накопителя аккумулятор уже. Причем не один, а несколько, опять же. Разные аккумуляторы, разная экономия. То есть человек для себя там решает, насколько он сильно хочет сэкономить. Чаще всего это работает, потому что это в психологии есть такой феномен, что человеку легче распрощаться с деньгами, если он покупает какой-то очень дорогой продукт, а ему вдобавок предлагают купить еще что-то подешевле, но при этом он бы не купил в реальной жизни вот этот аккумулятор, допустим, потому что он ему или не нужен, или ему было бы просто жалко потратить деньги. То есть, может, он подумал, что это дороговато. Но когда он тратит на телефон 4000, а на аккумулятор он там тратит 300 гривен, или на чехол он тратит 300 гривен, то для него кажется это таким пустяком. И тут еще и дополнительно экономия показана вот здесь. Он вообще прям счастлив по итогу остается. Поэтому такие стратегии очень крутые. Вот. Далее блок, тоже очень крутой блок, где мы можем тоже сделать какой-то кросс-сейл. Тут прикольно то, что у нас есть табы и еще и слайдер. То есть, если так посчитать в сумме, сколько у нас табов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 табов в слайдере у нас. Короче, так, слайдер заканчивается вообще. То есть 9 умножить там на 9, 81 товар мы можем показать вот этом маленьком блоке, который буквально помещается в один экран. Причем у меня вот сейчас экран стандартный ноутбук там, и то он помещается. Просто мы переключаем, тут уже разные товары, и тут снова слайдер. То есть насколько много мы можем допродать каких-то товаров сопутствующих, используя вот такой блок. Опять же, обратить внимание хочу на то, что мы вот скроллим вниз, и шапка с товаром и кнопкой «Купить» у нас остается всегда на видном месте. То есть мы как бы ознакомливаемся со всей информацией в карточке товара, но
и в любой момент мы можем принять решение, что мы хотим все-таки купить этот товар, и вот эта кнопка всегда у нас на виду оказывается. Тут отзывы тоже как трастовый такой блок, что как бы рейтинг хороший, там, ты уже вроде бы все посмотрел, поэтому покупай уже, то есть не тяни. Вот, ну это уже такое оформление от того, кто продает. Это тоже отдельная тема. Снова рекомендации. Что еще тут очень хорошо, что полезно. Обычно, кстати, город автоматически определяют именно для того, чтобы вот эта информация была актуальна. Вот. Что еще очень полезно добавлять везде, куда можно, то есть даже в характеристики там. Ну, в характеристиках, как я понял, многие люди разбираются примерно, но если это какая-то ниша такая более узкая, там какие-то матрасы, то полезно добавлять вот такие вот иконки с информацией, где будет в тултипе рассказываться про что это значит. То есть для некоторых может быть непонятно, что такое матрица. И тут тоже можно добавить вот эту штуку. Но здесь они решили не добавлять. Видимо, это не так как бы актуально для людей. То есть не часто они задают вопросы в реальной жизни в офлайн-магазинах. Следовательно, они, значит, разбираются. Снова преимущество, бесплатная доставка, вот эти все штуки. Кросс-сейл в виде дополнительных услуг – это отдельная крутая штука, потому что почему круто продавать дополнительные услуги? Потому что это самая маржинальная сфера, которая есть вот в продажах, потому что те, кто там какие-то устанавливают программы, клеят защитные пленки, это просто какие-то люди, которые у них фиксированная зарплата небольшая, вот, и они просто на потоке вот так делают вот эти установку программ, там каких-то там установка операционной системы, то есть по себестоимости это ничего не стоит. Ну, если там пленка, может, там что-то стоит, но это настолько как бы прибыльная вещь, что сейчас на данный момент времени ее пытаются пихнуть везде, в том числе даже уже в корзине, когда человек в корзине, и он уже собрался там оплачивать, ему предлагают дополнительные услуги. Тут тоже вот по поводу доставки тоже везде есть иконки с инфой, чтобы вот, скорее всего, если это большие вот такие проекты, там проводят исследования, если задают много вопросов, то они решают, что нужно добавить вот значок, где будет показываться, что это инфа. Что, боже, уже за язык заплетается. Показывает, на что нужно обратить внимание при выборе этого метода доставки. Еще очень важно показывать, что если это бесплатно, то выделять это как-то. Вот здесь зеленым цветом выделено, это сразу заметно, это, то есть, дополнительная мотивация к покупке. Еще очень важно в интернет-магазинах это показывать. Тут, кстати, вот сделано почему-то. Обычно показывают самое выгодное в начале, потому что и здесь бесплатно, и здесь бесплатно. Но они решили это как-то в разных местах. Вот. Важно показывать конкретную дату или диапазон дат, то есть доставим
там 28 августа или 28-30, потому что писать мы доставим это через 5 дней. Это опять же лишняя нагрузка на мозг клиента, и он должен сам тратить какие-то усилия, чтобы высчитывать вот эту дату. А наша цель как продавца – это максимально избавить его вообще от каких-то мыслительных процессов, просто как бы сказать: чел, у нас все очень выгодно, мы доставим тебе бесплатно, и вот в этот день, и вообще, то есть, покупай, потому что, я не говорю, что это плохо, это не впаривание, просто это, можно сказать, сервис и забота о клиенте, но, с другой стороны, это инструменты влияния. И они работают, и ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, интересно эти инструменты применять. И фишка просто в том, что почти все интернет-магазины, они каких-то глобальных экспериментов и отличий друг от друга не делают. Они постепенно какие-то нововведения делают, тестируют их и понимают, работает ли они хорошо или нет. То есть вот такая вот фишка с тем, что вот здесь слайдер, вот здесь слайдер. То есть это они решили попробовать. Это реально хорошо работающий инструмент. Так. Тут у нас идет оформление заказа, стандартное разделение на постоянный клиент или гость. Информация о доставке, об оплате. В общем, все стандартно. Кэшбэк тоже выделен цветом. Будем смотреть какие-то основные такие моменты, которых там, может быть, не было на Фокстроте. Снова, тут вот нам показывается список брендов, какая-то ситуативный маркетинг, флэш-сейл. Снова показываются все категории сразу в развернутом виде. Вот, допомога. Тоже все сейчас пользуются мессенджерами, чем угодно. В принципе, суть такая же, как и в Фокстроте, что у нас тут очень много элементов. Кстати, очень маленькие кнопочки. Мне кажется, это не очень прикольно они сделали. Потому что вот. Снова тут тоже у них при ховере характеристики показываются, но в отличие от Фокстрота у них нету скролла, и мы можем посмотреть только ограниченное количество характеристик. Но вот эти все фишки с применением процентов. Тут, кстати, вот тут показывается экономия в процентах. А в некоторых интернет-магазинах показываются и проценты, и точная сумма. Но лучше все-таки показывать сумму, потому что мы же не калькуляторы, нужно нам точно знать, сколько мы сэкономим в денежном эквиваленте. Тут еще слишком такое внимание уделяется этим кредитным историям. Они прям цветные. Наверное, потому что люди часто пользуются ими. Иначе они бы так не выделялись. Потому что вот на Фоксе там они были такие блеклые. У них тут нет слайдера, у них тут дивитись всі. Снова баннер. Это такой баннер, как в каталоге мы видели, только он уже здесь встроен как строчку. То есть, по сути, то же самое, если так смотреть. То есть разбирать дизайн, конечно, это уже не сейчас. Посмотрим, что в каталоге у нас. Или, допустим, есть такая фишка еще, что почему у нас есть вот такие страницы, где у нас мы не сразу переходим в каталог, где у нас фильтры есть,
а, а попадаем на страницу с категориями, потому что из-за того, что слишком большое обилие товаров будет содержаться вот в этой а, смартфоны и телефоны, там настолько их много, что нас просто не пустят сразу в каталог, прежде чем мы не выберем категорию. Потому что это негативно повлияет на то, купит ли в итоге человек товар или нет. Потому что если он его не найдет, то, скорее всего, он его и не купит. Поэтому для этого и созданы промежуточные такие страницы с каталогом, точнее, с категориями. И мы уже выбираем. Вот. Далее начинается уже каталог. Тут, кстати, можно еще поговорить про преимущества фильтров, которые находятся сбоку, и фильтров, которые вот здесь сверху находятся. Просто небольшой минус фильтров, которые находятся сбоку, потому что некоторые люди, они могут их воспринимать, как есть эффект баннерной слепоты, а некоторые люди из-за того, что вот здесь слишком нагромождено куча всего, и если дизайн особенно вот не очень хороший, то есть нету какого-то воздуха, нету, допустим, вот здесь прям бренд показано, мне кажется, как слишком много. То есть можно было сократить до штук 5 и кнопку «Показать ще» выбрать. И из-за того, что вот в левой части слишком много у нас фильтров, то некоторые просто их могут игнорировать. Особенно когда развернуты прям все подряд, вот здесь развернуты. То есть нужно еще поработать над тем, чтобы фильтры персонализовать для каждой отдельной категории. Потому что для категории телефон будут важны одни фильтры, и их нужно поместить на первое место. Для категории там видеокамеры будет важны другое. Для побытовой химии будут важны другие параметры, и нужно для каждой категории самые важные показатели фильтров помещать на первое место. Вот. Поэтому есть еще фильтры горизонтальные. Они часто используются в более маленьких магазинах, там обычно для каких-то магазинов одежды и так далее. У них там тоже есть недостатки из-за того, что... потом покажу на примере. Так, у меня тут есть что-то в корзине или нет? Вот. Тут мы добавили кошек, и тут интересное такое с таймером. Похоже на отправку сообщения через Gmail. Вот. Поменялся, у нас также стоит кнопки. Снова баннеры между... здесь и тут баннер, и тут баннер. Но они, правда, как-то выглядят достаточно... Не хочется мне с ними знакомиться. Так. Идем в карточку товара. Какие тут у нас есть преимущества? Тут более чистый, как мне кажется, дизайн, в отличие от Фокса. Тут удобная очень блочная система. То есть, как можно заметить, что у нас есть, блоки с информацией, они содержатся на каких-то вот таких блочках, между ними есть зазоры. И удобство заключается в том, что нам нужно всегда предусмотреть вариант, когда у нас максимальное количество каких-то опций, каких-то
дополнительных сервисов, дополнительных цветов, ну и прочее. То есть здесь мы очень просто можем, если у нас нет возможности этот товар покупать в кредит, то мы просто берем и целиком этот блок весь убираем. То есть это изначально было задумано на дизайне, вот такая блочная система, что если у нас не предусмотрена возможность купить в кредит, мы просто сносим этот блок, и блоки, которые внизу, подтягиваются вверх, и все. То есть легкий путь. Потом есть слайдер. У нас очень много тут, как видно, всех возможных услуг для взятия в кредит, и даже можем их скроллить. Отдельный другим цветом у нас есть Call to Action кнопка «Купить в кредит». Ну, основное это вот здесь тоже показано преимущества, отзывы, экономия. То есть все, что мотивирует нас купить. Ну, кстати говоря, мне кажется, красный цвет больше дает влияние, чем желтый. Швидке замовлення – это, кстати, популярная тема именно в странах СНГ. За рубежом это не так распространено. Типа купить в один клик, если человек не хочет вот разбираться во всем этом обилии каких-то функций, каких-то вот этих кредитов, моделей, и просто хочет вживую поговорить с человеком, понять, там, в принципе, адекватен ли он, или ему так просто легче, то есть такая кнопка. Это забота о клиентах, опять же. Если мы понимаем, что кому-то так удобно, значит, мы должны создать для него предложение. То есть если у нас есть спрос на что-то, то мы создаем для него предложение. Все логично. Выбор цвета. Тут тоже, да, вот возможность. Ну, как я уже говорил, нужно показывать дату точно, когда мы заберем. Даже если взять какие-то мессенджеры там, которые показывают последнюю активность, они показывают не дату, а показывают там last seen today или last seen yesterday. То есть если это такой... То есть всегда лучше узнать конкретную дату, чем вот в числах писать, потому что это напрягает. И тут, кстати, не очень хорошо, потому что не очевидно, что это кликабельный элемент. То есть он конечно, зеленый, но можно было какой-то дропдаун, ну, типа стрелочку добавить, что это дропдаун. Ну, все очень удобно здесь, такая блочная система. Тут мы можем выбрать сервис, то есть підтримка, iPhone, ну, как бы, сколько там iPhone стоит? 22 тысячи. А тут у нас смарт-захист. Ну, то есть, когда мы за 22 куска покупаем телефон, то какой-то смарт-захист, если он нам нужен, можно будет тоже купить. Все равно мы уже гуляем так гуляем. Поэтому я как понял, просто предлагают по цветам альтернативные варианты. Тут уже, тут уже хотят апсейл чуть-чуть, потому что тут уже подороже, модель поновее. Нам показывают, предлагают, что, может быть, хочешь подороже купить. Характеристики, отзывы. Тестовые блоки. Такс. Да, вот еще особенность Comfy. Но это, кажется, не только у них есть, но они вроде бы были одни из первооснователей такой детали, которую они добавили. Вот именно, когда добавляешь деталь, то
Ну, ты отличаешься от конкурентов качественно, но глобально вот ничего не меняется. А вот в деталях меняется вот такая штука, как мы добавили в корзину Apple iPhone, а, и тут у нас есть сервис iPhone. Если мы там добавили несколько смартфонов, мы можем выбрать, какой конкретно. А, И тут у нас уже идет перечень всех сервисов, которые возможны. Ну, то есть очень маржинальная вещь, вот эти сервисы, особенно когда их вот так много, тут прям на любой вкус можно выбрать и повысить свои продажи очень намного. Ну, далее там контактная информация, способ доставки оплаты, все поэтапно, все достаточно стандартно. А, Ну, вот тут появилась еще такая штука. а, Если у нас возникли трудности, это для тех, кто бывает покидает корзину, а, потому что он не разобрался. Это новая фишка, я ее только что вот заметил. Тут появляется баннер с экспертом. Но до этого я читал, применяется такая тема, что если человек в корзине оставил какие-то товары и не оформил, то ему могут приходить а, письма на email с тем, что типа вот вы оставили товары в корзине, а, вы можете там вернуться к ним и купить в любой момент. И еще мы вам там даем дополнительную скидочку. То есть это уже такое следование за клиентом, ну, не знаю, как правильно сказать. То есть когда он уже покинул корзину, но ему на почту приходит письмо, что а, вы можете купить еще то, что вы там забросили. Да, в розетке классно много чего. Может, я просто часто пользуюсь. Ну, в розетке есть, ну, во многих интернет-магазинах есть такая возможность, но здесь тоже бывает такая вот штука, что товар закончился, но чтобы не терять клиента, у нас есть кнопка «Повідомити про наявність». То есть, если товар снова появится в наличии, нам придет это на почту, особенно если этот товар был по очень выгодной цене, то, скорее всего, если он появится, есть шанс, что мы купим его. Особенно если нам нравится покупать именно на розетке. Ну, есть инструменты, которые влияют на лояльность покупателей, и у них именно появляется пристрастие, чтобы покупать на каком-то конкретном магазине. То есть это работа в долгосрочную перспективу. То есть, вот, например, down sale инструмент, это когда человеку предлагают товар подешевле, он это может тоже воспринять как заботу, вот, и вызывать доверие. Поэтому, может, ему эти наушники нужны не срочно, но если он появится, а, и он их купит именно на розетке, потому что а, он, можно сказать, постоянный покупатель, и ему нравится покупать именно на розетке. То есть, чтобы появился такой пул постоянных покупателей, это тоже нужно прорабатывать стратегию, отдельно для этого продумывать дизайн и так далее. То есть есть просто вот флеш-сейл, когда там идет тотальная распродажа на все, и основная цель это просто короткий срок времени получить максимальную прибыль. Вот. Ну, задача выполняется, но никак это не влияет на лояльность клиентов и на дальнейшее
сотрудничества. Вот, что еще? Что еще? В розетке классно. Это то, что тут система отзывов построена хорошая. Да, тут есть отзывы и есть еще разделение на тех людей, которые реально купили этот товар, уже там они помечены. Вот, это можно выбрать здесь в фильтре. И когда мы читаем отзыв от человека, который реально купил уже товар, то мы больше ему доверяем. Вот. Это один момент. Второй момент – это то, что если ты являешься продавцом товара на маркетплейсе или еще где-то, то повышает доверие. Это когда ты на негативные или на позитивные отзывы клиентов отвечаешь. Но это уже больше не касается ни дизайна, это уже больше касается тех, кто именно продает товары, что нужно вот этот фидбэк не пропускать мимо ушей и негативные отзывы обрабатывать. Вот там представник бренду ответил. То есть он может помочь решить твои проблемы действительно. И у меня там была ситуация, когда я обращался, и решались мои проблемы. Поэтому так формируется лояльность. Но это, не знаю, может, это уже к дизайну не очень относится. Что тут еще есть? Ну, как я и говорил, тут есть вот даже переписка с клиентами, можно решить какие-то проблемы. Там у меня вот наушник там я заказывал, не работает. Посмотреть историю заказов, статус заказов и так далее. Так, в Цитрусе все, в принципе, то же самое. Вот код копировать. Это код, кстати, обязательно нужен, потому что если мы там заказываем обратный звонок, то по артикулу человек, которому ты там звонишь, сразу поймет, что это за товар. Вот. У них есть еще вот подсказки по поводу доставки. То есть эти подсказки, их нужно применять везде, где это уместно. В плане доставки это очень важно. У них тут вот, кстати, есть еще один такой способ манипуляции, чтобы заставить человека купить. Это у 37 осіб вобраному. Ну, то есть ты понимаешь, что многие люди хотят обладать этим продуктом, он еще может закончиться, поэтому надо поторопиться. Но это пока еще не совсем агрессивные методы, потому что там бывает намного хуже, но все равно это как бы влияет не только на то, что ты должен спешить купить, а на то, что людям нравится этот товар, значит, у них есть на это свои причины. Тут, кстати, очень, ну, именно в плане визуала Citrus такой прикольный магазин достаточно. Тут вот у них способы оплаты все показаны так красочно на плашках. Ну, в общем, удобно. Снова вот эта тема, что мы прокручиваем страницу, потому что вот этот лендинг, который там производитель делает, может быть бесконечно длинным, но всегда выгоду, цену, кнопку «Купить» нужно оставлять в поле зрения, чтобы мы всегда могли совершить покупку. То есть ничто нас не должно отвлекать от совершения покупки. Следующий сайт iHerb. Это сайт международный, который продает всякие БАДы, биологически активные добавки и прочую штуку, которая каждый воспринимает по-своему. Вообще это не считается медициной.
там какой-то доказательной, это просто какие-то там витаминки. И здесь в этом магазине очень много каких-то агрессивных инструментов продаж. Дизайн в целом не очень хороший, но нужно максимально вызвать доверие у людей, и для этого используются разные способы. То есть у них сразу вот со всех мест какие-то призывы что-то купить, и скидки, 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 скидки. То есть всегда есть какие-то вот, всегда ты найдешь какую-то выгоду здесь. То есть тут не бывает такого, что все без скидок, все за полную стоимость. Тут есть вот некоторые необычные вещи, которые не были показаны на предыдущих примерах. Это вот тут, во-первых, у них иконка это сопровождается. Несмотря на то, что дизайн весь не очень красивый, эта иконка все-таки она добавляет какой-то идентичности. То есть тренд и стрелочка, оно как-то сочетается по смыслу. Еще тут там даже подсказка есть, как определяется тренд. Еще у нас тут есть дропдаун дополнительно. Кстати, он работает странно, не как дропдаун, а как какой-то табы какие-то, переключения Украины, весь вид. То есть мы можем выбрать, что во всем мире в тренде, а что только в Украине. Хиты продаж, тоже у нас тут своя иконка, тоже Украина, весь вид. Снова вот эти табы, как у нас на Фокстроте было, что мы можем посмотреть достаточно много товаров. Еще необычная штука – это iHerb Life. Это показывается, что покупают люди в реальном времени, из какой страны, так как сайт международный. То есть это прям, они показывают буквально, что вот у них данную секунду времени прям покупают вот эти кучи всяких добавок, что как бы бизнес мутится, ЛВХ крутится, люди покупают, поэтому и вы тоже покупаете. Тут даже можно поставить на паузу. Важный момент, это будет потом встречаться в других местах, что нам нужно, чтобы всегда была возможность в карточке товара добавить товар в корзину, не заходя на страницу товара. То есть в данном случае, в предыдущих примерах у нас кнопка «Добавить в корзину» была сразу показана, тут она показана не сразу, а при ховере. Но тем не менее, именно возможность добавить в корзину, не заходя на карточку, это очень важно. Потому что человек может какой-то определенный день потратить время на ознакомление с ассортиментом, а потом он с ним знаком, и он просто заходит там в какую-то категорию и просто жмякает везде добавить, 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 и все. Так он экономит время, потому что он уже до этого ознакомился с ассортиментом, и ему остается только подобавлять в корзину. Вот опять же, сразу добавили, отклик появился, что мы добавили. Вот. Тут у нас тоже вот есть cross-sell, много таких элементов с подсказками. То есть подсказки важны. Есть у нас тут тоже, у них используется инструмент, который очень хорошо влияет на продажи. Это это отображение количества, стоимость за одну унцию или там за одну таблетку, то есть за один прием. Если
В упаковке там их штук 50, и в день нам нужно принимать одну таблетку. То 82 гривны, но это там, я не знаю, это чашка кофе с пирожным, грубо говоря, и мы решаем для себя, что нам важнее: чашка кофе в день с пирожным или какие-то супер полезные витамины, которые там сделают нашу кожу бархатной, белоснежной, всего лишь за 82 гривны в день. То есть, косарь это, конечно, too much, а вот 80 гривен в день, в принципе, не так уж и плохо. Я о том, что это достаточно сильно влияет на принятие решения о покупке. Бескоштовная доставка от определенной суммы тоже такой инструмент, что если нам совсем чуть-чуть не хватает до нужной суммы, то это до продажи еще, что приятно бесплатную доставку получить. И всегда тут можно найти, если это огромный магазин, какие-то дополнительные таблетки или аксессуары, и чтобы бесплатная доставка была. Тут у нас в фильтрах есть еще вот такие штуки. Это тоже такая трастовая штука для вызова доверия. Это, получается, они сами лично протестировали препараты, которые они здесь продают. Тут есть сразу ответы на вопросы, кем перевиряются. То есть, не знаю, правда, как они там проверяют, как можно вообще БАДы проверять. Но мы можем выбрать этот пункт. Можем выбрать еще пару пунктов фильтра. И, как мы видим, везде есть фишка, где показываются примененные фильтры, возможности удалить какой-то один или очистить все сразу. У них, кстати, очень много отзывов на товары, только что не помню, где они находятся. Да, вот еще хотел момент такой показать, что отзывы это важно, и вот там согласно каким-то исследованиям, вот именно вот такой вид отзывов, когда показывается в виде таблички, как сказать, не таблички, в общем, когда есть некий чарт, где показывается соотношение там 5 звезд, 1 звезда, среднеарифметическая, сколько всего оценок. То есть, когда человек видит вот эти полоски, и он видит, что вот эта полоска огромная, а тут хоть и есть негативные, но это настолько мизерное, что, скорее всего, он купит этот товар. То есть в плане визуала это лучше убеждает человека купить. Но тут еще такой нюанс, что это уместно только для сайтов каких-то очень крупных, где отзывов на товары много. Потому что если там 3 отзыва, то делать табличку из 5 пунктов, где все 3 отзыва будут 4, допустим, и тут будет все полностью, а тут по нулям, это будет как-то неполноценно выглядеть. Вот, тут они и фотографии добавляют, и все. Прям как на Алиэкспрессе. Вот, еще есть тут такая категория тоже, она выделена в шапке, даже специально пробники, тоже влияет очень на
продажи и на лояльность клиентов, на доверие. Пробники, то есть они помечены флажком «Спробуйте». И у них такая фишка, что у них фишка такая, что если этот продукт какой-то новый или там у него недостаточно отзывов, тогда его предлагают купить, но в единственном экземпляре, то есть одну упаковку. И на эту упаковку делают очень большую скидку. Ну, то есть можно представить, сколько она по себестоимости стоит. Там вообще, наверное, нереальная цена. Ну, то есть такая цена полная, 231, а нам предлагают купить такую же упаковку за 38,53. Ну, то есть, но при этом мы не можем больше одной упаковки купить. И это, с одной стороны, прям супер экономия, а с другой стороны, это вызывает доверие у клиентов, потому что он думает, что ему не хотят впарить какую-то хрень, а ему хотят дать попробовать, потому что они считают, что это достойно того, чтобы попробовать и чтобы, ну, что ему понравится, и он купит еще. То есть это привлечение постоянных покупателей таким образом. То есть очень эффективная деталь, фишка, так сказать. Ну, вот за счет таких маленьких фишек и деталей конверсия повышается, прибыль повышается в магазинах. Пробегусь по каким-то основным моментам, потому что, чтобы не тратить время. Ну, основное, что отличает там магазины, маркетплейсы большие, с большим обилием товаров от таких. Тут больше идет уклон на визуал, тут делают красивые большие фотографии. Ну, есть сайты брендов конкретных, там вообще чисто фотографии, остальное по минимуму. Ну, тут есть вот категории какие-то подобранные, популярно, актуально, скидка дается. Ну, то есть все вот эти элементы, которые присутствуют на других страницах. Здесь можно увидеть, что фильтры здесь как раз располагаются сверху, потому что их не так много, как на предыдущих примерах. Ну, кстати, их немало, но минус тут единственный, что если у нас вот тот скролл-бар появляется, и мы можем случайно кликнуть в это вне области, но тут он все равно применится. Но мы не хотели его применять. Ну, это единственный минус. В целом, такой вариант, он лучше, потому что у нас больше появляется места, чтобы поместить карточки товаров. Правда, здесь у нас тоже левая есть штука с категориями. Это что-то типа хлебных крошек, но более подробные. Вот. Но в плане... То есть тут меньше визуального шума, потому что все параметры скрыты в дропдауне. И мы ориентируемся только по названию фильтра. То есть мы типа решаем, что нам важно для джинс. Именно вот мы ищем именно джинсы черного цвета. То есть если сравнить, как у нас там на Фокстроте, у нас было бы здесь цвет, и там десяток цветов перечислен, там какая-то кнопка «Применить», «Показать еще». А тут мы легко концентрируемся на том параметре, который нам нужен,
Ага, нам нужен цвет. И уже мы нажимаем, и уже в рамках вот этого tooltip мы крутимся как бы и выбираем нужный нам цвет. Где там черный. Обязательно кнопка Apply должна быть в таких случаях, где у нас multi-select. Ну, недостаток тут опять же вот цвет 3 показано. Да, еще если у нас слишком много будет пунктов, то есть тут мы там мышкой один раз проскроллили и все. А если их прям будет очень-очень много, то это будет неудобно, потому что мы не сможем запомнить все названия параметров в этих фильтрах. Придется каждый раз искать, но это очень неудобно. Вот, так, карточка товара. Да, кстати, в Ламаде, кстати, часто применяют такую штуку, ну не только здесь. Здесь пока что просто подчеркнута скидка, но здесь еще применяются такие хитрости, как этот товар сейчас просматривают, или осталось там 2 штуки на складе, то есть или просто пишут заканчивается. Иногда это бывает действительно так, но чаще всего это просто обман какой-то, и это может быть генератор рандомных чисел вставлен, то есть пишут осталось товаров 4 штуки, или этот товар сегодня купила столько-то человек, и при этом он заканчивается, и ты смотришь на эти цифры, и ты думаешь, что как бы нужно действовать, потому что время поджимает, этот товар заканчивается, он мне нравится, хоть мне там и жалко денег, но вот такие манипулятивные приемы используются часто на Ламаде. Сейчас, может, конкретно в этом. Ну, вот здесь написано последний размер, хотя вряд ли там последний размер. Я не думаю, что у них там какой-то такой супер учет ведется, что каждая рубашечка там подсчитывается до единицы. Так, ну ладно, пойдем дальше. Покажу, в чем прикол корзины в Ламаде, в том, что в предыдущих примерах и вообще в других примерах у нас идет сначала содержание корзины, то есть мы, ну что там, ну вот, мы идем в корзину, и у нас сначала идет содержание корзины, мы можем ввести промокоды, далее уже идет контактная информация и все остальное, способ доставки, оплаты. А на Ламаде тут нам сначала даже не показывают, что у нас в корзине, нас просят заполнить все данные какие-то там. То есть все, что уже нужно для доставки, для покупки, тут еще даже подписаться на новости нам предлагают. Вот. И только проскроллив вниз, мы добираемся уже до оплаты, до ввода промокода и так далее. И уже потом появляется содержание корзины. То есть нас всячески как бы пытаются удержать и не дать нам удалить какой-то товар из корзины. То есть для таких людей, которые уже там не слишком дотошные, не перепроверяют, а так просто вот заполнили вот здесь. Все, то есть чтобы отправить заказ, ну, тут нужно, конечно, поля заполнить некоторые. Чтобы наш заказ отправили, нам даже не приходится смотреть на содержимое корзины, как вот здесь. То есть сразу, то есть вводить данные и отправить заказ, все. А если ты уже прям хочешь там
что-то поменять, что-то убавить. Тут у нас уже есть корзина, но и тут не все так просто, потому что здесь у нас сразу на виду есть кнопка «Удалить», хоть она и маленькая, но она есть, и удалять мы можем товар, который мы не хотим покупать. А здесь у нас только при ховере появляется возможность удалить. Так просто не удалишь. Поэтому здесь достаточно много каких-то хитрых способов удержать. Иногда вот я даже находился какое-то время на вот этой странице корзины, и через время мне выскакивал баннер, красный большой баннер со скидкой, что у них, видимо, стоит какой-то таймер. Если ты долго находишься в корзине и не покупаешь, то, наверное, ты что-то сомневаешься, что-то не так, и тут тебе еще выскакивает скидка такая, ты такой, ну, значит, точно буду покупать. Так, ладно, дальше. Zara. Это просто вот магазин, такой масс-маркетный бренд, который всем известен. Просто хотелось показать, что в таких магазинах, несмотря на то, что он там не премиум, но все равно тут делается акцент на визуал. Тут вот все красивые картинки, минималистичный шрифт, но какая-то базовая структура все-таки сохраняется, есть там поле поиска. Переходим в каталог и смотрим, опять же, есть такое правило, как я уже говорил раньше, что нам нужно иметь возможность добавить товар в корзину, не переходя к карточке. И даже вот здесь, в таком более творческом, таком креативном сайте с нестандартной сеткой, с такой чередующейся, мы можем, не переходя на страницу товара, добавить ее в корзину. При этом добавить нужный нам размер. Для этого тут такая вот есть кнопочка минималистичная, еле заметная, плюсик. Мы выбираем size. Вот. Все. Товар добавлен в корзину. И опять же, вот это правило, что нам обязательно нужно показать, что товар был добавлен в корзину, и что мы не просто так это кликнули для прикола. Вот, оно добавилось в корзину. Ну, посмотрим, тут еще есть такие вещи, как... Вот, тут все довольно минималистично. Слайдер прикольный. Ну, в Zara часто такие всякие детальки интересные можно позаимствовать. Да, тут еще вот в плане, это можно сказать, и кросс-сейл, и бандл-сейл. Ну вот в плане, в нише фэшена нам предлагают услугу стилиста. То есть это не просто докупить товар какой-то, который лучше по характеристикам или более дешевый. Это, можно сказать, услуга персонального стилиста и кросс-сейл одновременно. То есть нам рекомендуют, с чем можно сочетать вот эту куртку, с вот этими штанами, с вот этой майкой, с вот этой обувью. То есть мы можем полноценный лук собрать с помощью вот этих рекомендаций. Ну и, конечно же, это повысит чек. Без этого никак. Еще дополнительно блок You may also like, то есть такая же косуха, детали отличаются. Ну, то есть рекомендация релевантная. Если мы
зашли на косуху, то нам нужно советовать косуху тоже, что логично. Корзина тут такая вот, тоже не очень стандартная, интересная. Тут вроде бы ничего такого. Это тоже такой концепт-стор украинский классный. Тут дорогие вещи продаются и тоже предлагают какие-то сочетания. Ну, в общем, да, чем дороже ниша, тем минималистичнее дизайн. Еще очень важно вот в таких магазинах одежды, особенно если дорогой одежды, дать возможность посмотреть фотографию на весь экран. При нажатии мы можем смотреться в детали, потому что это может сыграть решающую роль. И вообще качество фотографий очень решает в таких случаях. Тут снова вот есть купить в один клик, швидкое замовление. Это просто особенность СНГшных магазинов. Но тут, кстати, довольно сложное швидкое замовление, потому что нам нужно ввести несколько полей, тут выбрать, тут еще сказать, что я не робот. Короче, слишком заворочено. Так. Предлагают нам тут напомнить, не предлагают. Для сравнения посмотрим магазин американского рынка. Вот. Тут отличие в том, что инструментов каких-то агрессивных продаж тут меньше. Тут нет отовсюду каких-то вызывающих баннеров со скидками. Ну, то есть просто вот информационный баннер. Тут еще очень неудобный слайдер, вот с такой колбаской. Ну, если сравнить баннеры наших интернет-магазинов, зарубежных, у них все более спокойно. Ну, люди, наверное, знают, зачем они пришли. Тут очень много разбиения на категории, потому что, опять же, такой маркетплейс большой, и важно найти категорию, которая тебе нравится. У них, кстати, нет вот добавления в корзину без перехода на карточку. Но если мы попадаем в каталог, то уже появляется такая возможность. Почему ее нету там, не знаю. В целом можно заметить, что дизайн более минималистичный. Еще нас сразу перекидывает на страницу корзины, что не очень хорошо, потому что я не хочу. То есть, если сравнить там с Comfy, если куча каких-то цветных кнопок, несколько call to action'ов, там подсвечивается скидка, логотипы платежных систем, логотипы вот этих рассрочек разных, то есть очень много каких-то цветных элементов. То здесь у нас все такое черно-белое, хотя это достаточно популярный магазин, но вот особенность западных магазинов в том и заключается, что они не так сильно пытаются впарить. У них больше идет акцент на сервис, на качество сервиса, на то, чтобы человеку было очень удобно забрать, очень удобно ознакомиться и все.
Ну, вот тут применяется, кстати, вот эта схема с рейтингом в виде таблицы, которая самая хорошая, если отзывов много. А тут их очень много. Тут еще такая тема есть, что есть определенная какая-то фирма финансовая, которая заключает договор с компанией Walmart, и через нее можно купить в кредит товары какие-то. В общем, у них удобство такое, что в чекауте у них может быть разная дата доставки показана для разного товара. Потому что, так как это маркетплейсы, продавцы разные, то, соответственно, и дата получения разная, и она пишется в чекауте. Здесь, наверное, дата одинаковая, ну не суть. Так, ну это премиум-сегмент, украшения, аксессуары. Тоже минималистичный дизайн, ничего лишнего. Что еще отличает этот сайт от других? Это то, что у нас в карточке товара не показывается сразу цена на товар, потому что те люди, которые могут себе позволить такие товары, они сперва смотрят на внешний вид, на то, нравится ли им продукт, и потом уже принимают решение. Ну, какие-то сервисные вещи, услуги тут есть, как и на других магазинах, потому что это забота о клиенте. Тут цена должна показываться, насколько я помню, при наведении на товар. По умолчанию не показывается. Тут снова вот разделение на категории, чтобы человек быстрее, как можно быстрее нашел продукт, который он ищет. Скорее всего, он ищет что-то конкретное здесь. Ну вот при наведении тут у нас уже показывается цена 3700. Тут же есть слайдер с фотографиями. Тут уже 14500. Вот у нас показалась корзина. Ну и тут такие методы типа down sale, up sale, не думаю, что будет уместно, потому что человек, если решил купить там за 10 тысяч долларов сережки, то очень вряд ли, что он там захочет на сдачу купить еще себе немного. Гостевой режим и режим для регистрации. Гостевой тоже очень важен, потому что большинство людей не хотят регистрироваться, они просто хотят купить товар и забыть про это. У нас тут в корзине есть снова, ну тут рекомендуют какие-то аксессуары все-таки. Это кросс-сейл. Показывают, что каждый наш товар упакуют в фирменную упаковку красивую, такого цвета. Вот. И еще есть такая очень в плане человечности UX-writing такой. Вместо того, чтобы написать, добавить в избранное, они написали save for later, то есть сохранить на потом. То есть это как бы нас не побуждает, а как сказать, в общем, мы психологически соглашаемся, что мы пока отложим,
и, возможно, в будущем купим этот товар. То есть это более такой человеческий язык общения, чем если вы просто сохранить в избранном. Вот. Это такая же фишка была на Фокстроте, я просто забыл ее указать, обратить на нее внимание, точнее. Там такая же формулировка есть. То есть во многих случаях UX-райтинг важная штука. Да, вот здесь тоже есть. Сохранить на потом. Есть у нас уже более какие-то такие творческие бренды, премиальные, ну, не прям супер лакшери, но они стоят достаточно дорого. Тут у них акцент на имидж, дизайн специально сделан такой, как будто бы небрежный, не идеальный. Это можно проследить вот здесь по футеру, который сделан как просто какая-то Excel-табличка. Но тем не менее у них какие-то вот сервисные штуки, типа лайв-чата есть, чтобы если человек не понял, как ему там совершить покупку, ему помогли. То есть это не то, что сайт для каких-то избранных. Все-таки у них есть цель повысить продажи. И для этого нужна помощь. Также звонок тут есть и поиск по сайту, все остальное. Аккаунт. Ну, зайдем в мен. Снова дизайн такой специально сделан. Как будто бы они не старались, но это имидж такой создает опять же. Ну, вот тут такие вот. Футболка 200 евро. Показывается сразу цвета. Достаточно неплохо в плане дизайна сделали. Показали сразу размер. Я не знаю, правда, они показали так размер, как будто его можно выбрать, но он здесь не подтягивается одновременно. Size Guide. Тут снова платежные системы, все так необычно. Вот. Можем как гость купить, можем зарегаться. Но тут опять же хитрость такая, что вроде бы мы как гость вошли, но все-таки email и телефон по delivery updates нас запрашивают. То есть не совсем честный гостевой режим, потому что недостаток гостевого режима в том, что человек не дособирает каких-то данных о своих пользователях, но зато у него покупки совершаются. А здесь мы вроде бы как зашли в гостевой аккаунт, но все равно нужно вводить вот эти данные, которые мы не хотели бы вводить, поэтому тут такая хитрость небольшая. Так, ну это сайт, сделанный на конструкторе, на тильде, которая тоже вражеская. Просто хотел показать, что на данный момент времени в конструкторе тоже можно создавать интернет-магазин. И если вы какой-то начинающий бренд или типа того, то создание на конструкторе очень сильно сэкономит бюджет. Дизайн, я думаю, можно там сделать какой-то вменяемый, такой хороший. Здесь я не сказал бы, что он хороший, ну просто вот показать, что тут есть возможность фильтрации, возможность сортировки
возможность добавить в избранное, посмотреть подробнее о товаре, количество выбрать. То есть мы можем еще с помощью конструктора учет делать товаров, которые есть в наличии, которых нет в наличии. Добавление в корзину такое стандартное. Вот. Ну, единственное ограничение вот в конструкторах, что у нас и корзина, и чекаут — это все в одном месте, и оно выглядит все вот так. То есть это нельзя как-то кастомизировать, насколько я знаю. Оно будет выглядеть одинаково. Ну, может, какие-то там скругления, можно шрифты, но в целом оно будет всегда выглядеть вот так. Но преимущество такого варианта, конечно, что это намного дешевле, чем создать с нуля интернет-магазин. Поэтому кому это подходит, тот может пользоваться спокойно. В целом еще есть много сайтов, но я думаю, на этом все, потому что как-то слишком долго все получилось. Я не успел еще все рассказать. То всем спасибо за внимание.